Здравствуйте, канал Лабиринты знаний. Сегодня говорим о медитации, о некоторых вещах. На канале очень много сказано уже о медитации. Те, кто недавно подсоединился к нам, смотрите наш канал, изучайте. На канале очень редкая интересная информация. Пишите комментарии обязательно, спрашивайте, не стесняйтесь под видео. Медитация на сегодняшний день, она, знаете, как универсальное средство. Многие боятся медитации, да, там религиозные люди, да. Когда что-то не знаешь, всегда страшно становится. Но советую оставить все свои страхи сзади, потому что все, что создано в сегодняшнем мире, все искусственно изменено, история переписана, все религиозные книги переписаны в угоду тех, кто нами управляет. Задумайтесь над этим и рекомендую изучить, что такое медитация, йога. На канале еще много информации. И приобщаться обязательно к медитации. Все вы знаете, что есть тренировка мышц, тренировка мозга, тренировка желудка и есть тренировка души. Но про это никто не говорит. Даже когда вы ходите в храмы, об этом не говорят. Когда вы молитесь, мантры какие-то читаете, молитвы, это все не медитация, это не развитие. Сразу говорю. Первое это понять, что такое медитация, для чего она нужна. На канале очень много существует видео об этом. Что дает медитация, тоже очень много сказано. Сегодня вкратце просто расскажу, и некоторые аспекты, что вы поняли. Многие люди, которые даже развиваются на нашем канале, в последнее время просто, скажем так, таким словом, скажу грубым, забили просто. Просто конкретно забили. Ребята, я вас призываю, не надо на это забивать. Вот сейчас переписывать всем программу, обязательно узнайте свою новую медитацию, план душевного развития. Поверьте мне, медитация решает многие вопросы. Когда человек медитирует, у него часть болезни проходит. Когда человек много медитирует и по программе медитирует, ему чаще скашивают карму. Карма — это негативная энергия, это наказание, это болезни, это недостаток энергии. Поверьте мне, даже сколько мы в последнее время узнаем, даже просто человек имеет какие-то проблемы с психикой, какие-то проблемы с энергией, недостатком, с органами. Когда начинает медитировать, более правильно проходит энергия, более правильно начинают работать внутренние органы, более правильно у вас мозг начинает работать, более правильно интуитивные мысли в голову проходят, вы меньше спите, более стабильная психика, вы адекватно воспринимаете этот мир, вам легче принимать решения. Могут карму отменить, какие-то жизненные уроки быстрее могут удалить после переписания программы. Кстати, сейчас переписывают программы, и многим, скажем так, отменяют карму. Мы заметили, сейчас внимательно смотрим. Многим жизненные уроки, не все жизненные уроки, но какие-то могут отменить. Кто хорошо развивается, у того шанс будет больше, что его жизнь наладится. И я, как уже раньше говорил, существует судьба, либо программа человека, когда вы правильно все выполняете, особенно с точки зрения медитации, с точки зрения душевного, правильно развития, то тогда у вас есть больше шанс, что вам что-то уберут, какие-то уроки, и наоборот, облегчение какое-то в жизни сделают. Финансовый потолок повысит, какие-то болезни уберут, создадут какие-то ситуации в жизни, чтобы хорошие друзья были, хорошие соседи попались, вторая половина у вас была, ребенок вас радовал, и так далее. То есть масса ситуаций в жизни, которые, скажем, делают вас более счастливым. Недаром есть Илькерь на счастье, которая способствует, для каждого счастье это свое. У кого-то семья это счастье, для другого, когда правильно получается медитировать, развиваться, кто давно на нашем канале. Для третьего человека поиск гармонии какое-то счастье, то есть равновесие в природе, в пространстве. Для кого-то это финансы, для третьего это купить дом и так далее. То есть в сущности делают все таким образом, чтобы сделать вас счастливым. Когда человек счастливый, когда человек здоровый, когда у человека все хорошо в семье, более-менее хватает денег, то человеку легче воспринимать этот мир. Когда на человека все нагружено и жизненные уроки, и карма, и человек начинает лечить эти болезни, которые нельзя лечить, еще хуже ему становится, сам себя в тупик загоняет, потом начинает ругаться с семьей, с детьми, со своими родственниками, мамой, папой, с друзьями. То есть изначально незнание, вы сами себя от незнания загоняете в тупик. Знания уже давно существуют, они есть на этом канале. Если вы будете внимательно изучать, гораздо легче живется. Открыто гораздо проще. Проще реагируете на какие-то вещи негативные,
вам проще взаимодействовать с людьми, там, видите человек, например, да, интересный, да, вы можете раскрыться с ним, пообщаться, видите человека, который не понимает, перейдите на его уровень общения, не хотите общаться, просто в одиночестве побудьте, выехали на природу, на речку, посидели там, подумали о хорошем, там, да, почитали что-то там, помедитировали, можете, если на природе медитировать, позагорали там, что-то там поделали. То есть всегда можно создать какие-то условия для развития. Там. В конце концов, выехали на речку, наши видео посмотрели умные, там, создали условия, чтобы интересно это было сделать. Там, не знаю, с коллективом сделайте, посмотрите. Какую-то идею подайте для канала и так далее. То есть приложите какие-то усилия, что-то хорошее над собой сделайте и этому миру. Медитация, она это как бы, знаете, путь к счастью, я бы сказал. Не побоюсь этого слова, как бы, да. Медитация это самое основное. Йога, медитация, в основном медитация, да. То есть многих не получается медитировать. А не получается медитировать, потому что люди хотят сразу все вот так вот. Хоба! Роман дал или Настя дала нам план, и у нас не получается. Это любой так может сказать, понимаете. Вот вы сядьте на машину. Сколько лет надо, чтобы научиться хорошо водить автомобиль? Очень много лет. Сколько лет надо, чтобы научиться ребенку разговаривать? Много лет. Сколько лет нужно, чтобы институт закончить, хотя бы базу знаний каких-то получить? 5 лет минимум. Сколько лет надо, чтобы что-то сделать хорошо? Да это тоже много времени нам надо. Сколько нужно там времени, чтобы канал на YouTube развить? Да кучу времени, не 1 год. Понимаете? Поэтому у нас в жизни не все так просто. Так же самое, когда вы начинаете медитировать, вы должны понимать азы. Как надо это делать, что мешает, сидеть, лежать, там, о чем думать, не думать. То есть вы поймите, может вы первую жизнь это делаете, да, всего лишь. И естественно у вас начинается конфликт с самим собой. То есть вот это сверхожидание постоянное, да, они мешают вам и к нам полноценно обращаться и получать нашу информацию полноценно, потому что у людей есть сверхожидание. То есть человеку говоришь, например, вам надо питаться вот так, там, да, и сущности тоже вам будут помогать. Но если человек не питается, для этого сам ничего не делает, сущности постепенно перестают помогать. И никакой Элькер, никакая руна работать не будут. И многие вот почему-то как-то забывают. Вот эту информацию люди запомнили, то, что хотели запомнить. Ну мы же обратились к Насте, там, ну мы же заплатили, значит все работать должно. А если не работает, Настя и Роман плохие как бы. А то, что человек сам ничего не сделал для этого, он как-то опускает это все. Ну, где-то там, вроде да, должен, но вот знаете, лень. Лень, неохота там и так далее. Ребята, не надо вот так мыслить. То есть помощь, она должна быть и ваша, потому что если вы ничего не прилагаете, как вы можете развиться в этой жизни? Вы же не овощ какой-то на грядке, когда сидите и ждете, пока вы вырастете, потому что программа такая. Вот. А вы же должны как бы что-то тоже делать для этого. То есть силу воли воспитывайте, да, мотивацию себе создайте в жизни, смотрите правильные видео на каналах каких-то, смотивируйте себя, похудеть, там, не знаю, там, заняться чем-то, с правильными людьми пообщайтесь, там. Изучите, как правильно питаться надо, изучите наш канал, рассказано уже давно, все придумано, взято из ченнелингов, там, от наших создателей, вся информация существует. Мы сами себя загоняем в тупик. Понятно, что когда я объясняю в первый раз человеку, человек не всегда это понимает. Вот есть у нас люди, идеально все получается. То есть они думают, что ничего не получается, но на самом деле, когда начинаешь спрашивать, человек там программу там, на 98% выполнил. Или на 90%. Думаешь, елки-палки. То есть, конечно, не нужно самооценку занижать. То есть нужно стараться, создавать себе условия. Сегодня не получилось, получится завтра. Завтра не получилось, получится через неделю. Через неделю не получилось, через месяц получится, через год, все равно получится, поверьте мне. Программы периодически переписываются, там от 6 до 10 месяцев может быть переписываться, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. И таким образом от программы к программе вам становится все легче, легче, легче. У меня тоже были медитации. Я хотел сначала тоже отдельное видео сделать, потом думаю, нет, все-таки это личное немножко, это не надо, потому что многие начинают копировать, это неправильно. Вот, то есть у каждого своя личная медитация, личная программа, которую через Анастасию можно узнать, да, при консультации. И вы должны именно заниматься по своей программе. Есть общие медитации, о которых мы рассказывали, там, общая йога, они, как, знаете, база, дается база, как правильно лежать, как правильно дышать, как останавливать мысли, там, да, как условия создать себе и так далее. То, что мы даем, это уже
ну, как бы высший класс, как бы, да, и мы даем именно то, что вам заложено в программе, то, что сущности рекомендуют, как вы должны развиваться, куда вы должны двигаться. И таким образом, вы когда это делаете, у вас быстрее будут открываться сверхспособности. У медитации, как я уже рассказывал, побочных эффектов очень много. Просто вот сейчас буду перечислять, просто перечислять. Займет минут 10, да, и наверняка все не вспомню сразу. Поэтому на канале мы, кстати, снимали эти видео. Вот, какие плюсы у медитации там, и так далее. Даже, по-моему, минусы какие-то я затрагивал. Ну, минусы такие в кавычках, конечно. Вот. И таким образом, когда вы начинаете это пробовать, после этого только вы ощущения новые получаете. Если вы не будете пробовать, будете там, ну, религия не говорит об этом, этим заниматься не надо. На заборе тоже кто-то что-то написал когда-то там. Вот, если вы внимательно будете наш канал изучать, как что произошло, как внедрили в голову людей, вы узнаете, что какой-то один монах когда-то увидел чакры какие-то там, эту информацию кому-то сказал, другой передал каким-то ученикам своим, потом это все по всему миру распространилось, и все думают, что вот 7 чакр основных у всех одинаковые, да, что вот так-то энергетическая система устроена. То есть мы живем в мире мифов. То есть, если человек что-то увидел, это он для себя увидел, не для других людей он увидел. То есть, мы разные, у нас разный уровень души, разный уровень развития, разные возможности. Поэтому сравнивать нас, ну да, 2 руки, 2 ноги, голова есть. Но почему-то один гениальный физик, другой там гениальный бизнесмен, там, вот, третий там мозг работает как у технаря, вот, 4-й гуманитарий, 5-й вообще дуб-дубом. И к 30 годам великим человеком становится, весь мир его знает, а до 30 лет он, ну, все думали, что все, человек, ну, ни о чем, как бы, да, негодный ни к чему. Программа такая, так заложена. Вот, поэтому мы все работаем по программе, да, и когда мы работаем по программе, тогда вы живете правильно, идеально, у вас все получается. С учетом того, что бывают уроки жизненные, да, они, конечно, мешают, но без них мы не можем. А если человек ничего не делает, то эти уроки могут вообще ухудшиться. То есть программа зависает, она не переписывается. Вот человек как бы вне времени находится, потому что ничего не делает. Потом человек не выполнил раз программу, 2 там, наработал карму, какие-то уроки дополнительные появились, в следующей жизни он еще наказали больше, потом инвалидом родился каким-то. То есть очень сложно обычному человеку объяснить. Понятно, что есть группа людей, который ничего не знает, но сразу все отрицает. Ничего не пробовала, где-то что-то слышала, а что слышала непонятно. Вы поймите, что специально создаются такие условия, чтобы мы вроде бы что-то слышали, но не то слышали. А то, что надо, вы не услышите. Государству и людям, которые нами управляют, невыгодно, чтобы вы развивались, медитировали, там, да, жили по программе, правильно питались. Там. Нужны больные люди, нужны, чтобы люди доживали до пенсионного возраста, потом умирали там, чтобы не обладали знаниями, потому что легче впаривать глупые законы и так далее. Все взаимосвязано. И политика, и развитие, и понимание, и знания скрытые, и переписанная история, и истоки искать надо и так далее. Присоединяйтесь к нашему каналу, развиваемся вместе. Пишите свои обязательно комментарии. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Удачи, хорошего дня, до свидания.